Привет, друзья, Миран на связи. Перед вами очередной выпуск нашей рубрики Emma Months, и сегодня мы разбираем 3 отличных ноябрьских релиза. Первым номером у нас идет Pro Fun, новый альбом норвежских пагань-блэк-металлистов Kampfar. В этом году Kampfar выпустили именно то, чего от них ждали – фирменный яростный пагань-блэк. Хотя... Нет, технически мы вообще от них ничего не ждали. Их предыдущий альбом вышел в 2014, а такие небольшие промежутки между релизами в наше время редкость. Тем не менее, оперативность не сказалась на качестве. Включаешь альбом, и тебя уносит адский шквал безостановочной агрессии в музыкальной форме. И так до самого последнего трека. В случае с Kampfar отсутствие экспериментов определенно радует. Конечно, многие могут сказать, а что такого в том, что они так быстро выпустили еще один альбом? Никаких тебе оркестровок или заморочек с аранжировками, сплошное тремоло, кардан и адские крики. Ну и в целом они будут правы, но только вот мы слушаем Kampfar именно за этим. Да и в блэке, надо сказать, тремоло тремолу рознь. Некоторые блэкеры, скажем так, ставят на мелодическую составляющую этого приема, то есть на последовательное чередование нот. А некоторые, и Kampfar в том числе, работают по заповедям Emperor, играя гармонически, одновременно по нескольким струнам. Чем больше струн, тем больше ненависти. И это, вкупе с периодическими вставками ортодоксальных и кочевых рифов, создает ощущение первобытной такой боевой злобы, которую, к превеликой радости, Kampfar не растеряли даже на 7-м альбоме. Что ж, представители следующего жанра появляются у нас крайне редко, но в этот раз я просто не мог пройти мимо. В ноябре финские короли Doom Death Metal Swallow the Sun явили миру тройной альбом Songs from the North. У Swallow the Sun всегда был своего рода девиз «Мрак, красота и отчаяние». До этого момента они пытались уместить третьих составляющих в своих альбомах, а в этот раз решили для каждой страны своего творчества выделить по отдельному диску более 2,5 часов хронометража. И нет, тут нет ни капли копипасты или длинных эмбиентовых секций. Фирменный коктейль из душевного чистого вокала, красивейших акустических гитар и клавиш и, конечно же, классического дума с утробным гролом наполняет каждую минуту каждого трека этим особенным меланхоличным настроением. With our wings we bring to fly.
Знаете, порой трудно достоверно представлять группы в жанрах Doom, ABM, Ambient в рамках наших выпусков, потому как у них большую роль играет некий саспенс, который не передать небольшими фрагментами. В такой музыке особенно важно слушать альбом последовательно от начала до конца и желательно в подходящей обстановке. Ну то есть вы не получите должного эффекта, слушая Swallow the Sun, скажем, на пробежке, как не получите эффекта от Dragon Force во время ночной прогулки по дождливому осеннему лесу. Так что если у вас альбом не зашел с первого раза, дайте ему второй шанс. На такую музыку необходимо настроиться. Ну а сейчас поговорим о дебютном альбоме восходящей звезды категории Female Fronted Bands – американские мелодик блэкстеры Chaotica. Chaotica – это очень молодая группа, на чью долю уже успели выпасть большие неприятности. Увы, так получилось, что я, как и многие другие, впервые услышал про эту группу не из каких-то там музыкальных чартов, а из новостной сводки, из статьи под названием «Трое музыкантов погибли в ДТП». Да, в апреле этого года была неприятная история с уснувшим водителем минивэна. В итоге Chaotica остались без барабанщика. Ник Крисостома умер в возрасте 25 лет. А группа Wormrake, которые путешествовали вместе с ними, лишились 2 участников коллектива. Но, к счастью, оставшиеся в живых музыканты оправились от травм и в ноябре презентовали свой первый полновес The Flame Unleashed, один из самых многообещающих дебютов этого года. В своей музыке Chaotica нашла место 2 разнополым вокалам, быстрому мелодик-блэку и атмосферным вставкам из арсенала готик-металла, но их главным презентационным фактором является очаровательная вокалистка. Лэрайя Дэниелс не только высекает годный экстрим-вокал, но и работает моделью, что позволяет ей прекрасно справляться с должностью фронтвумен. Думаю, до ее фотосессии в журнале Revolver нам ждать не так уж и долго. Но там чувствуется, и Алисе Уайтгласс придется немного уступить место на пьедестале. Как считаете? И что мы имеем в итоге? Все те же боевые ребята Campfire, грандиозные Swallow the Sun и восходящая звезда металла Chaotica. Если вам ноябрь запомнился релизами других групп, пишите их названия в комментариях или кидайте в предложку нашего паблика ВКонтакте. Если вам понравился выпуск, ставьте лайк. А если на вашей стене ВКонтакте или на Фейсбуке найдется место для этого видео, я буду очень благодарен репосту. Хотя о чем это я? Стена ведь только для мемчиков, да? Ну тогда хотя бы подпишитесь на наш канал на YouTube. Этого никто не увидит. С вами был Миран. До связи.